Вороны славятся своим исключительным умом не только среди птиц, но и среди млекопитающих, включая дельфинов. Эти птицы с неприметным черно-серым оперением обладают поразительной сообразительностью, которая сравнима с умственными способностями 4-летнего ребенка. Орнитологи всего мира проводят тесты, чтобы оценить их интеллект. Эрик Баумер начал подкармливать ворону, прилетающую к его дому, не подозревая, какую важную роль она сыграет в его жизни. Эрик Баумер, достигнув преклонных лет, считал себя счастливым человеком. Прошлое было полным прекрасных моментов, а настоящее приносило ему спокойствие и умиротворение. Его супруга Джилл разделяла с ним все радости и трудности, и они были неразлучны с юности. Молодожены долго путешествовали и наслаждались приключениями, откладывая обустройство собственного дома. Но спустя годы они вернулись в родной город, где их ждала большая радость. Джилл забеременела. Вскоре родилась их дочь Гвинет, что в переводе означает «счастье». С рождением Гвинет Эрик и Джилл словно вернулись в свою молодость. Они стремились передать дочери все свои знания и умения, воспитать в ней лучшие качества, доброту, сострадание и любовь к природе. Гвинет, в отличие от родителей, увлекавшихся архитектурой, предпочитала наблюдать за птицами. С биноклем и справочником она часами изучала пернатых. Особое восхищение у нее вызывали вороны. Она была в восторге от их сообразительности, наблюдая, как они разбивают грецкие орехи на дороге под колесами машин. Со временем в саду Баумеров собралась целая стая ворон, которые прилетали за угощением в одно и то же время. Гвинет подружилась с одной из ворон, которую назвала Одноглазкой. Эта птица потеряла глаз, возможно, в схватке с хищником. Несмотря на потерю глаза, Одноглазка была самой шустрой и умной среди своих сородичей. Она стала любимицей Гвинет и часто приносила ей разные блестящие предметы в знак благодарности. Когда Гвинет достигла совершеннолетия, она решила пойти на службу в армию. Родители, хотя и уважали ее выбор, не могли не беспокоиться о ее безопасности. После отъезда Гвинет вороны продолжали прилетать, но вскоре исчезли. Одноглазка же не могла смириться с ее отсутствием и каждый день прилетала в сад, ожидая ее возвращения. Эрик взял на себя обязанности дочери и стал подкармливать ворон. Со временем он вернул всю стаю в сад и подружился с Одноглазкой. Родители получили известие о том, что Гвинет ранена в ходе заграничной операции. Они мучились неизвестностью, не зная, насколько серьезно она пострадала. Одноглазка, чувствуя настроение хозяина, начала приносить ему блестящие предметы. Однажды она принесла старое кольцо, которое Эрик подарил дочери в детстве и которое она потеряла много лет назад. Это кольцо стало для супругов добрым знаком. Вскоре Гвинет вернулась домой с небольшими ссадинами и ушибами. Родители были вне себя от радости. Они рассказали ей, как ворона принесла потерянное кольцо, что стало для них настоящим чудом. Встреча Гвинет с Одноглазкой была трогательной. Эта история еще раз показывает, насколько привязаны к человеку вороны и как они могут понимать и сопереживать людям. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!